Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать новогоднюю гирлянду. Гирлянда у нас будет состоять из елочки, домика и вот такой венок. По своему желанию вы можете выбрать любые цвета. Тут нет какой-то привязки к цветовой гамме. И начнем мы вязание с домика. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в кольцо один столбик без накида. Стягиваем наше колечко. Делаем воздушную петлю и поворачиваем. Делаем прибавку. Вот она. Под косичку заводим крючок. Воздушная петля. Поворачиваем наше изделие. Далее вяжем 2 прибавки. То есть под первую косичку мы делаем прибавку, и под следующую косичку мы делаем прибавку. Воздушная петля. Следующий ряд мы вяжем просто 4 столбика без накида. Воздушная петля, поворачиваем. Далее я под видео оставлю файл с описанием нашего домика, также елочки и венка. Вы можете самостоятельно дальше продолжить вязать. То есть нашу крышу вы вяжете самостоятельно, тут уже нет никаких сложностей. И далее, когда нам будет уже переходить от крыши к окошкам, я к вам вернусь и покажу, как мы будем вязать дальше. Следующий ряд мы вяжем у нашей крыши. Это прибавка, 2 столбика без накида, и прибавка. Воздушная петля и поворачиваем. Провязали 12 рядов нашей крыши. В конце ряда не делаем воздушную петлю. Рабочую нить перекидываем на нашу сторону. Нашу петлю последнюю вытянули посильнее. И сейчас пропускаем первый столбик, вводим крючок во второй столбик, подхватываем вот эту нашу вытянутую ниточку, продеваем, возвращаем нить назад, вытягиваем на эту сторону и провязываем столбик. Если тут достаточно туго получилось, как сейчас у меня немножко крыша стянулась, необходимо исправить. Снова побольше вытянуть петельку. Также завести.
и провязать. И провязываем еще 9 столбиков. Вместе с этим столбиком у нас получается 10 столбиков без накида. В конце 14 ряда мы снова не делаем воздушную петлю, просто переворачиваем изделие и эту петлю вытягиваем посильней. Сейчас мы будем вязать столбиками с накидом. Делаем накид, провязываем под косичку. Снова делаем накид под следующую косичку. Теперь формируем окошко. Нам необходимо сделать 2 воздушные петли. Пропускаем здесь 1-2 столбика, вяжем под следующий столбик, делаем накид. И вяжем до конца нашего ряда столбиками с накидом. И здесь не теряйте наш вот этот столбик, который мы провязывали, когда уменьшали нашу крышу. В его серединку мы сейчас провяжем также столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, переворачиваем. И сейчас мы вяжем под косички также столбики без накида. В окошко мы также провязываем 2 столбика. 10 столбиков у нас в 16 ряду. Также мы провязываем столбик без накида под нашу косичку вот нашего первого столбика с накидом. Сейчас мы воздушную петлю не делаем. Переворачиваем наше изделие, нить вытягиваем посильнее. Так же, как в прошлом ряду, делаем накид. Провязываем столбик. Сейчас нам нужно провязать 5 столбиков с накидом. Вместе с первым столбиком получается 6. Делаем 2 воздушные петли, 2 пропускаем, идем в третью, накид, делаем воздушную петлю, и наш последний ряд это столбики без накида под косички. Далее мы будем делать обвязку нашего домика. Переходим к обвязке. Нам необходимо в это же место, вот в последнюю нашу петлю, сделать еще один столбик без накида. Далее провязываем под вот эти вот места, заводим под столбики, так скажем, делаем обвязку. Сейчас мы делаем воздушную петлю и провязываем сюда, где вот наш домик, наша крыша уменьшалась, 2 столбика без накида, чтобы у нас был вот такой вот снова заметный переход. И далее мы провязываем по одному.
Подошли к верхушке. Хвостик мы сейчас вяжем. Делаем здесь в одну точку 2 столбика. И далее продолжаем. Там, где у нас крыша, мы также провязываем сначала только прибавку в одном месте, далее воздушная петля и также вяжем по одному столбику. Дошли до угла, на углах мы делаем прибавление. То есть вот он угол, и провязываем 2 столбика. На угловом столбике мы делаем прибавление, далее вяжем по одному. Тут, где вот наша была воздушная петля, мы в нее, естественно, не провязываем. Следующий наш столбик, мы в него провязываем 3 столбика без накида. Далее по одному. Дошли до нашей верхушки. Теперь, чтобы домик подвесить, нам необходимо сделать такую подвеску. Вы можете провязать столько воздушных петель сейчас, на какую длину вам надо, чтобы она висела. Я сделаю вот такую небольшую. И я ввожу сейчас крючок, вот этот посерединке столбик я пропускаю, иду под следующий и провязываю столбик. Да, вот такая вот подвеска у нас получилась. Дошли почти до нашего уголка вот этого у крыши. Первый столбик наш, где мы делали прибавление, мы также провязываем 1 столбик, а под следующий уже вяжем 3 столбика без накида в 1. Далее вот она, наша воздушная петля, мы пропускаем и идем дальше. На углу мы также делаем прибавку. Провязали, не доходя до угла, обрезаем нить, вытаскиваем из последней петли, делаем фальш косичку такую теперь. Заводим крючок под косичку. И с другой стороны вводим крючок вот под перемычку и в середину косички. Нить также прячем потом между рядов и обрезаем. Теперь перейдем к обвязке домика. Берем крючок, нить любым цветом. Заводим крючок, сейчас мы вяжем. Когда мы делали обвязку, вот они, эти косички, наши вот столбики, точнее. Вот они, отверстия, вот эти, вот их здесь видно. После первого ряда обвязки и между вторым есть маленькие отверстия. В них сейчас вводим крючок,
подхватываем нить. Нить вывели, идем под следующее отверстие и провязываем соединительный столбик. Тут подтягиваем. И так мы обвязываем весь наш домик. Просто вот в эти отверстия. Вот они просвечиваются, их видно. Сделали обвязку, обрезали нить, вывели ее на лицевую сторону. Заводим крючок под косичку. И в середину косички с изнаночной стороны нам нужно попасть. Также нить мы прячем на изнанке аккуратно, как спрятали коричневую. И потом будем делать окошки. Окошки можно делать двумя способами. Вот таким образом, как у меня на домике, и как сейчас я вам покажу. Окошки мы будем вышивать с помощью иголки. Чтобы сделать окошки, также вводим нить. Еще поближе сюда. Небольшой конец нити оставляем на другой стороне. Чтобы сделать более простые окошки, как бы имитация, мы просто таким образом делаем. То есть вводим нить, выводим назад, далее идем снова на нашу сторону. И вот так делаем. Как бы вот такие вот окошечки у нас будут получаться. Ну, если вы уже хотите, да, вот такие, как на красном домике, то, естественно, вы сначала вышиваете внизу, потом боковая палочка и так далее. Идете вверх. После того, как вышьете окошки, нить также прячете с другой стороны и обрезаете. Окошки у нас идут на уменьшенное количество. Далее у нас идет венок. Венок вяжется очень просто. Для начала нам нужно набрать 51 воздушную петлю. Но по своему желанию вы можете сделать венок большего размера. Набрать, допустим, не 51 воздушную петлю, а 60 или даже 70. То есть тут все зависит от вас. Я хочу сделать сейчас венок побольше, немного, и наберу 61 воздушную петлю. После того, как провязали цепочку из воздушных петель, мы будем вязать в каждую нашу косичку 3 полустолбика с накидом. То есть 1, 2 и 3. И в каждую косичку мы вяжем по 3 столбика.
По своему желанию вы можете связать данный венок и из шерстяной пряжи, так венок будет выглядеть объемнее. Теперь, когда мы провязали нашу часть от венка, необходимо вот так вот аккуратненько ее сложить. То есть мы закручиваем так аккуратно. И сейчас мне захотелось сделать венок из двух частей, из зеленого и красного цвета. То есть мы после того, как выпрямили, теперь нам нужно соединить две наших части венка. То есть мы также их вот объединяем, перекручивая друг с другом. Вот таким образом, чтобы цвета чередовались. Объединили наши два цвета. Теперь нам необходимо отрезать нить и взять иголку. И вот эту нить продеть через наш венок. Протягиваем нить, оставляем один конец на одной стороне и на другой. Таким образом распрямляем. Можно сделать по вашему желанию. То есть вот эти вот наши закругления, да, растянуть их побольше. Так вот, чтобы они не совсем были рядышком вместе. Теперь берем концы наших хвостиков и связываем. На несколько узлов завязываю. Теперь наши хвостики вот здесь необходимо спрятать. И с помощью красного хвостика мы должны сшить между собой вот эти вот две части, чтобы наш венок не распадался. Сшили наш венок, наши последние ряды между собой, хвостики спрятали, вот такой красивый маленький венок у нас получился. По желанию вы можете использовать джутовую нить, чтобы сделать вот такой бантик. И чтобы подвесить наш венок к нашей гирлянде, подцепляем ниточку к нему, и все готово. И последний декор нашего мастер-класса — это елочка. Вы можете связать ее из любой пряжи, даже из шнура, из хлопкового, либо из полиэфирного. Для начала нам нужно набрать 15 воздушных петель. Провязали 15 воздушных петель. Теперь нам необходимо провязать первый ряд столбиками без накида. В каждую косичку, точнее, да, нашу мы просто провязываем столбики без накида. 14 столбиков. Провязали, и в конце ряда делаем петлю подъема.
Переворачиваем наше изделие. Всегда мы будем вязать за задние стенки нашей елочки. Сейчас нам нужно провязать 6 столбиков без накида за задние стенки. Теперь делаем убавку. Подхватываем одну заднюю стенку и вторую. Подхватываем рабочую нить, провязываем и теперь провязываем столбик. Далее провязываем 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда не забываем делать петлю подъема и переворачиваем. Снова вяжем за задние стенки. Теперь нам необходимо провязать 5 столбиков без накида, потом убавка. Убавку делаем таким же образом. И далее 6 столбиков без накида. Все ряды вяжем за задние стенки. В конце ряда не забываем делать воздушную петлю, переворачиваем и снова вяжем за задние стенки. Самостоятельно связать елочку вы можете, найдя файл под описанием видео, где написана схема, как вяжется елочка. Следующий ряд мы вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Подхватываем одну перемычку заднюю и вторую. Итак, нам осталось провязать только нашу верхушку. У нас тут 3 столбика. Заводим крючок под одну заднюю перемычку, под вторую и под третью. Подхватываем нашу рабочую нить, провязываем и провязываем столбик. Эту петлю вытягиваем посильнее, чтобы подвесить на елочку. Далее хвостики необходимо спрятать. Вот этот хвостик мы тоже прячем в елочке. И нам останется связать только наш пенек. Берем коричневую нить, смотрим, куда будем вязать пенек, какой размер он будет занимать. У меня будет 1, 2, 3, 4 на 4 столбика. Я завожу крючок под косичку, подхватываю нить и провязываю столбик. Делаю воздушную петлю, поворот, и я всего провяжу 2 ряда. Мне этого будет достаточно. Также хвостики мы прячем, и наше вязание закончено. Такая вот красивая елочка у нас получается. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Спасибо за просмотр.